Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 19 января по 25 января. Давайте посмотрим, что ожидает Водолеев, какие интересные события у вас произойдут и к чему вам, собственно, нужно быть готовыми в этот отрезок времени. Я напомню, Водолеи, кто еще не подписан на мой YouTube-канал, вы можете это сделать сейчас, вы можете подписаться, можете оставить свое сообщение или лайк под этим видео. Мне действительно очень важна обратная связь с вашей стороны, поэтому пишите, не стесняйтесь, я всегда рада увидеть комментарии от вас. Итак, давайте посмотрим. Расклад мы делаем по дням, то есть на каждый день недели достаем по одной карте соответственно, из одной, а затем из другой колоды. Начинаем с понедельника и заканчиваем воскресеньем. Каждый день недели с вами вместе разберем, почему та или иная комбинация у вас соответственно на эти дни выпала. Итак, период с 19 по 25 января для представителей знака Водолей. Итак, давайте посмотрим. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, у нас есть первая карта, восьмерка жезлов. Здесь карта, здесь именно в этой колоде она показывает какой-то выбор, она показывает ситуацию, когда ей нужно выбрать правильный ключ, который откроет дверь, которая ей нужна, соответственно, да, то есть как будто бы подбирает ключ к замку. Возможно, по восьмерке жезлов, правда, вы можете принимать решения, но от вас потребуется как будто бы быстрое принятие решения, потому что восьмерка жезлов, она все-таки про скорость, про динамику, про какие-то очень стремительные, быстрые события в вашей жизни. Здесь могут быть быстрые переговоры, какие-то звонки, какие-то сообщения, когда вы быстро обмениваетесь информацией с другими людьми. К тому же здесь еще и шестерка мечей дальше также идет, и король мечей, да, то есть здесь очень много по вот этим мечам и восьмерке жезлов, много разговоров, много общения, много обсуждения каких-то планов, действий. Возможно, с шестеркой мечей еще и возможность какой-то хороший шанс использовать или какой-то рывок вперед совершить благодаря хорошей возможности, да, или хорошему шансу на удачу, который вам дается в начале недели. Возможно, правда, это в переписке происходит, в каком-то диалоге, где вы с кем-то находите такую возможность, да, перемен, может быть, общаетесь об этих переменах. К тому же восьмерка жезлов — это также еще и карта новых знакомых, новых друзей, когда вы знакомитесь с новыми людьми, когда вы заводите эти связи. И это для вас будет таким хорошим стартом, таким зеленым светом к продвижению, к успеху и каким-то хорошим изменениям в вашей жизни. Также это может быть и картой творческого прорыва или, в принципе, какого-то прогресса в делах или на работе. Давайте посмотрим, что же здесь еще может быть, какая теневая карта выпадет у нас, соответственно, в нашем раскладе, да, на понедельник. Тут есть королева кубков, карта очень такая позитивная, да, водная стихия. У кого-то может быть общение с водным знаком, какое-то важное, существенное, это раки, рыбы или скорпионы. Но также восьмерка жезлов вместе с королевой кубков. Здесь много позитивных разговоров, здесь много разговоров, которые вас вдохновляют, много разговоров, которые будут успешными, результативными, какие-то диалоги успешные или какой-то значимый прогресс, где вы будете рады тому, что здесь происходит. Или кто-то восхищается явно тем, что вы здесь этих результатов добиваетесь. Дальше идет шестерка мечей. Вот здесь, правда, как перемена к лучшему, возможность изменить ситуацию к лучшему, возможность использовать хорошие какие-то шансы, которые вам здесь даются. Здесь будут, в принципе, перемены, и будут перемены, да, связанные с тем, что вы можете поменять что-то в лучшую сторону, как раз потому, что вы интересуетесь возможностью, как это можно сделать.
Вы можете общаться с кем-то на расстоянии, вы можете здесь вести с кем-то переписку, деловую переписку, не знаю, в каком-нибудь мессенджере, может быть, или в почте электронной. Кстати, здесь еще карты, маски, вы можете путешествовать, вы можете искать билеты, искать какой-то, не знаю, там вариант вашего путешествия, то есть тоже как шанс на удачу, найти какой-то выгодный билет, какую-то хорошую путевку, не знаю, что-нибудь в таком духе тоже. Вот она, 6 мечей. Давайте посмотрим, что же еще дополнительное здесь для Водолея выпадет на вторник к карте 6 мечей, карта 8 жезлов снова. То есть вот она была в понедельник, и тут же она здесь во вторник. То есть понедельник и вторник у вас действительно достаточно сильно связаны будут, как один день. Карта 8 жезлов. Все настолько динамично и быстро. И здесь очень много, правда, будет общения какого-то, и это общение будет приводить к прогрессу, к развитию. Дальше идет король мечей. Ваша стихия, вашего знака воздушного, может быть общение с таким, как вы, воздушным знаком, то есть водолеи, может быть, близнецы или весы. Здесь очень много есть планирования и стратегии, есть очень много размышления о том, как поступить дальше, о том, как выполнить, допустим, свою работу, проявляя максимум ответственности. Может быть, вы здесь стараетесь максимум контролировать ситуацию, происходящую в вашей жизни, какую-то властность проявляете, либо кто-то, с кем вы общаетесь здесь, это может быть воздушный знак, а может быть и не обязательно воздушный знак, но человек очень властный такой, жесткий, агрессивный даже в своих методах по мечам. То есть человек, который прямо говорит то, что ему нужно, прямо говорит, как правильно сделать, да, как по протоколу сделать, потому что здесь прямо врач изображен. У кого-то может быть даже и консультация с врачом или с каким-нибудь человеком вроде, там, не знаю, какого-нибудь госслужащего, который действует по протоколу, да, вот лечит по протоколу, или там это какой-нибудь юрист, там, адвокат, который тоже вот по протоколу действует, потому что так нужно, да. Карта король мечей. Давайте посмотрим, что же здесь еще может быть у водолеев на среду. Почему выпала карта короля мечей? Кстати, вы можете здесь много мыслить, много размышлять, много думать, причем по тузу пентаклей вы можете здесь вести как-то свои дела, вот так ответственно, контролируя все, для того, чтобы прийти к процветанию, для того, чтобы заработать денег, для того, чтобы вас похвалили. Может быть, вас здесь уже хвалят за эти достижения ваши или за то, что вы вот настолько хороши в том, что вы делаете. Поэтому туз пентаклей выпадает. В целом во всех вещах, где от вас требуется логика, какая-то стратегия, точность исполнения, вам везет. Здесь, если вы принимаете какое-то решение касаемо денег, то опять-таки вы очень ответственны к своему бюджету, к своим финансам, контролируете свои деньги, просто так их вкладывать не будете. То есть здесь такое серьезное идет серьезное размышление о своих финансах. Дальше идет 8 мечей, и вот она, да, такая негативная здесь, изображена в виде девушки, которая как будто за голову держится, может, у нее голова болит, может быть, ее там пугают какие-то духи, которые здесь появились, какие-то вещи, но они больше извне, то есть это что-то вот, что-то, что ей сказали, оно не настолько реальное, да, то есть оно что-то такое эфемерное, призрачное, она себе это приняла на веру, и она вот так вот негативно тоже думает о том, что ей сказали, может быть, от этого голова болит или какие-то вот такие вещи могут быть здесь надуманные именно. То есть нужно по 8 мечей все-таки, да, быть осторожнее в этот день, потому что могут быть какие-то препятствия, могут быть какие-то злопыхатели вокруг вас, у водолеев, да, или у вас какое-то убеждение появляется, что у меня что-то не получится, я не смогу, я не сделаю, или какая-то слабость, недомогание, там, не знаю, головная боль, которая возникает здесь, но она не должна вас останавливать от дальнейших ваших планов и действий в этот день, хотя, может быть, не все так прям гладко и легко будет. Итак, давайте посмотрим, что еще в четверг у водолеев происходит, почему 8 мечей выпадает, и тут же выпадает 5 мечей, то есть тоже мечи. Здесь, ну, такая, знаете, как не совсем показательная картинка, то есть не совсем ясно, наверное, что здесь имеется в виду.
Но вот в целом здесь может быть ситуация, где вы переживаете о том, что в чем-то можете потерпеть как неудачу, или боитесь, что что-то можете потерять, или кто-то воспримет вас трусом, что у вас не получилось, не смогли, или, возможно, вы здесь переживаете, что вот какие-то ваши, не знаю, ваши цели не совсем оправдывают, вернее, методы не оправдывают те цели, которых вы хотите добиться, то есть то, что вы делаете, как вы делаете для достижения ваших целей. Может быть, вас здесь беспокоит, что кто-то использует какие-то не совсем честные методы или не совсем честные способы, и из-за этого переживаете. Дальше тройка кубков. Общение. Да, 3 человека, может быть больше, то есть общение, позитивное скорее общение с другими людьми. Здесь общение с друзьями или с родственниками, не знаю, вот, да, кто-то, кто вам приятен в этом общении. По тройке кубков вы можете обсуждать успешные дела, можете здесь радоваться каким-то уже хорошим достижениям, может быть, рассказывать о своих планах в дальнейшем. Ну, в целом тройка кубков такая очень позитивная карта. Давайте посмотрим, что еще здесь будет на пятницу для водолеев. Кстати, кто-то может что-то отмечать, может быть, вас приглашают там на какой-нибудь праздник, день рождения или что-нибудь такое, 21-й аркан, карта мир, возможно, здесь будет радость, это успех тоже карта, да, по сути, это триумф, это успех, это радость за какие-то достижения ваши и ваша гордость, что вы чего-то здесь достигли такого, что можно похвастаться даже своим друзьям, подругам, коллегам, да, рассказать, может быть, о том, что вот, удалось, получилось. У кого-то здесь может быть даже вот здесь аист изображен, да, 21-й аркан — это карта, которая может показывать завершение цикла одного начала другого, как беременность, роды, да, соответственно, да, может быть, здесь какой-то по этому поводу праздник, может быть, дни рождения, на которые вас приглашают, тоже может быть. Поэтому, кстати, водолеи, это же ваши дни рождения, я забыла. Может быть, у вас день рождения, кстати, да, водолеи, правильно? Да, то есть это же до 25-го я делаю расклад, соответственно, с 19 до 25-го, то есть тут у вас уже дни рождения могут быть, да, действительно. Карта дней рождения может быть и день рождения у кого-то здесь из вас. Итак, дальше идет карта пятерка жезлов водолей на субботу, и эта карта здесь преодоление препятствий, какой-то борьбы, какой-то трудности, сложности, с которой вы сталкиваетесь. Не знаю, кто-то может в прямом смысле слова делать ремонт здесь, кто-то здесь что-то делает такое вот руками, да, что-то физическую силу применяя. Но для многих здесь может быть просто разногласие, конфликт или какая-то спорная задача, спорная ситуация, где вы с окружающими выясняете отношения, что-то доказываете, отстаиваете свои права, свои позиции. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть на субботу для водолеев. Здесь карта шестерка жезлов. Скорее всего, вы успешно преодолеваете трудности, то есть вы ходите победителем. Вы здесь, скорее всего, если есть какая-то конкуренция, то вы здесь сможете выбрать право на победу для себя. Вы сможете здесь обратить внимание на себя и показать, что вы здесь победитель. Вы здесь принимаете мудрое решение. Вы здесь поступаете верно, и вы добиваетесь успеха. Вы здесь как будто бы в центре внимания будете находиться, но при этом решаете какие-то вот такие рядовые вопросы, какие-то задачи, которые вам здесь по пятерке жезлов будут восприниматься как какие-то сложности, трудности, да, как палки в колесах. Дальше идет карта семерка пентаклей, и это карта терпеливого ожидания, возможно, или сожаления, что что-то очень медленно тянется, долго тянется, что много усилий вложено, или много денег, или много там каких-то ресурсов, эмоций в какой-то вопрос, а он медленно развивается, и нет того прогресса быстрого и стремительного, которого вам бы хотелось. Но вы, тем не менее, терпеливо ждете дальнейших результатов. И карта девятка мечей тоже как переживание, что что-то затянуто, что-то медленно. Вы сомневаетесь, получится ли этот результат в итоге, но тем не менее надеетесь, да, ждете, верите. Хотя можете себя винить за то, что опять-таки, может быть, вы как будто думаете, может, я мало усилий приложил, или, может быть, я мало старался, может быть, вы себя даже вините за что-то или за какие-то события, где вы как будто могли больше вложить усилий, может быть, как-то быть более результативными, что ли, на этот день. То есть здесь может быть много переживаний, действительно, в воскресенье. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для водолеев на следующую неделю мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!